Плющенко. Цель Трусовой – 5 четверных прыжков на Олимпиаде в Пекине. Евгений Плющенко, тренер бронзового призера чемпионата Европы Александры Трусовой, рассказал о планах своей ученицы на Олимпийские игры 2022 года в Пекине. 5 четверных для Александры, план на Пекин 2022. Конечно, почему нет, это ее мечта, ее цель. А теперь это и моя цель. Она очень талантливая и атлетичная фигуристка. Я считаю, что даже, пожалуй, сильнейшая в мире. Вас с Сашей Трусовой, конечно, объединяет любовь к многооборотным прыжкам. А правда, что Саша прыгает четверные выше, чем вы? Если честно, мы никогда не замеряли высоту прыжков, так что про это не смогу сказать. Но Саша точно в чем-то меня превосходит. Например, я никогда не исполнял четверной лупс в произвольной программе. Попробовал однажды, но упал. А Саша делала это уже не раз. Четверной сальхов я исполнял на соревнованиях только один раз, а для нее это ерунда. Четверной флип, опять-таки, никогда не делал на соревнованиях, только на тренировках. Она делает свои прыжки на скорости, они высокие, это что-то потрясающее, конечно. Плющенко. Я хочу стать тренером номер 1. И мой главный конкурент – Мишин. Евгений Плющенко признался, что хочет стать лучшим тренером в мире, и рассказал, кого считает своим главным соперником в борьбе за это звание. Как атлет я уже, конечно, вошел в историю. Меня помнят, меня знают. Я второй фигурист в мире после Елисы Графстрёма. Шведский фигурист, выступавший в первой половине 20 века, который выиграл 4 олимпийских медали. Не первый, конечно, но что ж поделать. А как тренеру до того, чтобы войти в историю, мне еще далеко. Но да, сейчас это моя цель. Я хочу стать тренером номер 1, вот хотя бы тут хочу стать первым. Мой главный конкурент за это звание Алексей Николаевич Мишин, конечно, который воспитал меня. С тех пор, как я начал тренировать, мы часто встречаемся с Мишиным, и он каждый раз меня спрашивает: «Ну как нравится?» А когда я отвечаю, что да, нравится, он мне говорит: «Я тренирую уже 55 лет. А у тебя какие планы?» И что мне остается только ответить: «Алексей Николаевич, я буду стараться. Может не 55 лет, может меньше. Но кто знает», — сказал Плющенко. Фигурное катание круче любых сериалов. В начале сезона возвращение Косторной к Тутберидзе представить было невозможно. Этери Георгиевна сопроводила уход Алены обидными упреками, а ее коллеги по самбо-70 высказывались куда жестче. Бывшая ученица не терялась и парировала обличительными интервью. Таким скандальным флером не обладал даже переезд Евгении Медведевой в Канаду. Казалось, если кто и может вернуться в Хрустальный, так это Александра Трусова, не критиковавшая Тутберидзе и не растерявшая все, чему ее научили. Алена же все это время пыталась убедить мир в том, как ей хорошо у Плющенко, как она дышит свободой и наконец-то широко улыбается. Однако после финала Кубка России на фигуристку было больно смотреть. Катание Алены и ее состояние после выхода со льда вселяли ощущение полной безысходности. А возвращение к Тутберидзе его лишь только подкрепило. Косторная испортила карьеру за полгода. Порой удивляешься, как один поступок способен в корне изменить жизнь. У Тутберидзе Алена стала главной звездой мирового фигурного катания и эталоном фигуристки в целом. У нее вообще не было слабых мест. Роскошный тройной аксель, высоченные прыжки, безупречное скольжение, интересные программы, огонь в глазах – все это помогало Косторной превосходить девочек с более сложным контентом. До сих пор непонятно, что именно могло побудить Алену уйти из Хрустального после триумфальных побед и корзины мировых рекордов. Ясно одно, это решение переломило карьеру Косторной и лишило спортсменку огромных перспектив. На протяжении всего сезона Алена выглядела бледной копией самой себя, а финальной точкой стал упущенный шанс отобраться на чемпионат мира. В финале Кубка России Косторная выглядела подавленной и несчастной, какой мы не видели ее никогда. Алена рыдала и доводила до слез преданных болельщиков. Она явно была недовольна работой тренеров,
Но вся ответственность за неудачи лежит прежде всего на ней самой. Косторная самостоятельно распорядилась своей карьерой, так что бремя ошибок теперь нести только ей. Спустя полгода, видимо, осознав ошибку, Алена попросилась обратно в «Хрустальный» и даже получила второй шанс. Вот только, кажется, ее карьеру уже не спасут ни Тутберидзе, ни кто-либо еще. Косторной Тутберидзе будет еще сложнее, чем раньше. После возвращения Косторной предстоит столкнуться с еще более серьезной конкуренцией, чем раньше. Благодаря тому, что сезон практически полностью был внутрироссийским и шел по особым правилам, Этери Георгиевна явила миру новых звезд – Валиеву, Усачеву и Хромых. Камила уверенно идет к Олимпиаде с болеро и экстремальным набором прыжков, а Дарья и Майя показывают выдающийся прогресс. 14-летние фигуристки полны энергии, практически не измотаны тяжелыми травмами и голодны до побед. Не сдает позиции Анна Щербакова. Фигуристка уверенно выступает на протяжении всего сезона, а ее героизм подарил зрителям самую драматичную историю с чемпионата России. Не стоит забывать и про Евгению Медведеву. Фигуристка пропустила сезон из-за травм, но все еще рвется на лед и не оставляет надежд блеснуть на Олимпиаде. Даже без Трусовой и Косторной у Тутберидзе есть 5 мощных талантливых фигуристок, которым в следующем сезоне и так не хватит квот на главные старты. А это мы еще не считаем юниора Кокатьеву, Петросян и Берестовскую, которым тоже нужно уделять внимание. Косторная не сделала выводы. Главная сложность, которая ждет Косторную после возвращения, необходимость строго соблюдать все требования Тутберидзе, быть тише воды и ниже травы. Первое время наверняка так и будет, но вряд ли амбициозный подросток с духом бунтаря сможет долго сдерживать свое эго. Тот факт, что Алена не предупредила Плющенко о переговорах с Тутберидзе, только доказывает, что она не сделала выводов и не научилась уходить по-хорошему. Да, у Плющенко результаты Косторной сильно понизились. Но где гарантии, что Тутберидзе снова сможет обеспечить Алену победами? Не исключено, что если при Тутберидзе Косторная вновь не начнет доминировать и получать путевки на главные старты, она вновь может обидеться и уйти к другому тренеру. А в «Хрустальном» просто напрасно потратит силы на эксцентричную фигуристку. Помимо психологии и конкуренции, помешать Косторной вернуться на топ-уровень могут и объективные факторы. У Косторной в ее 17 лет уже большой список травм. Похоже, она еще не до конца прошла период взросления, что только усложняет задачу. Алена не подходит под систему Тутберидзе, которой нужны легкие и выносливые девочки. А способность Этери справляться с трудностями, возникающими после взросления, пока никак не проявилась. Загитова и Турсынбаева после триумфального чемпионата мира резко сдали и приостановили карьеру. Вернувшаяся недавно Медведева пропустила сезон и умалчивает о том, когда появится на соревнованиях. Тутберидзе только находится в поисках методики работы со взрослыми спортсменками, а значит, вероятность провала Алены крайне высока. Кажется, что одна ошибка, которую Алена совершила в июле прошлого года, уже окончательно поставила крест на ее успешной карьере. Хотелось бы ошибиться, но по всей видимости Косторная едет с ярмарки.